Мужчина, проходивший мимо небольшого парка, услышал жалобное скуление, от которого сжималось сердце. Житель канадского города Кингстон, Майкл Рейнольдс, холодным ноябрьским вечером отправился пешком в аптеку. Обычно он ездит на машине, но в этот день неожиданно для себя решил пройтись. Когда он оказался рядом с небольшим парком, то услышал странные звуки. Мужчина остановился и прислушался. Из-под деревянного мостика доносилось душераздирающее скуление. Вокруг никого не было. Ни в воде, ни возле берега, но жалобный плач был явным. Полной решимости помочь, Майкл осторожно спустился вниз. Он посветил фонариком, и перед ним предстала картина. На него с отчаянной мольбой смотрел крошечный щенок, весь дрожащий от страха. Самое ужасное — его мордочка была туго перемотана. Мужчина понял, что нужно действовать быстро. Он аккуратно прижал малыша к груди, завернул в свою куртку и поспешил в ближайшую ветеринарную клинику. Персонал клиники, не задавая лишних вопросов, тут же принялся спасать щенка. Убедившись, что он в надежных руках, Майкл спокойно ушел. Врачи тем временем обследовали животное. Малыш был истощен, а кожа оказалась сильно повреждена. Судя по всему, лента оставалась на мордочке не меньше нескольких дней. Щенку сняли ленту и начали курс лечения. Ему сделали уколы с антибиотиками и стали обрабатывать повреждения заживляющей мазью. Он по-прежнему оставался очень напуганным. Для маленького пациента подготовили мягкую кроватку с одеялом и игрушками, чтобы тот почувствовал хоть немного тепла и безопасности. Позже, когда щенку сделали рентген, выяснилась еще одна проблема. У него была серьезно сломана лапка. Врачи предположили, что щенка могли выбросить с моста в воду, но тот ударился об землю. Травма требовала хирургического вмешательства. Когда сотрудники клиники отошли от шока, одна из ветеринаров рассказала историю малыша в соцсетях. Пост быстро набрал внимание, и вскоре откликнулась семья — Сара и Джон Митчелл. Супруги недавно потеряли свою старую собаку и искали возможность подарить заботу новому питомцу. Встретив этого щенка, они сразу поняли — он должен стать их новым другом. Так у малыша появилось имя — Чарли, и он обрел любящую семью. А сам, спаситель щенка, все это время оставался неизвестным. Но новая хозяйка Чарли решила найти его, и благодаря соцсетям ей это удалось. Когда Майкл вошел в клинику, щенок словно узнал своего героя. Он бросился к нему навстречу, радостно виляя хвостиком и засыпая мужчину поцелуями. Сам Майкл был искренне счастлив, что малыш выжил и обрел заботливых хозяев. Он признался: «Если бы в тот вечер я сел в машину, как обычно, то никогда бы не услышал этот плач. Уверен, что у Бога есть план для каждого. Иногда мы даже не знаем, в какой момент выполняем свое предназначение. Теперь я точно буду чаще ходить пешком». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.